Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомство с воспоминаниями генерал-майора ВАФ-НСС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. Атака началась точно в 5:30 утра. Наш штурмовой отряд напал из засады на аванпост вблизи Депопе и взял в плен потрясенных внезапностью нападения голландцев. Мост через реку Ферк был захвачен нами неповрежденным. Штурмовой отряд перерезал провода взрывных устройств. Над нашей головой бесчисленным потоком летели в западном направлении транспортные самолеты Ю-52. Это наши боевые товарищи из 22-й воздушно-десантной дивизии и других частей летели к местам высадки. Германские боевые самолеты, как ястребы, со свистом пронзались в воздухе и пикировали на заранее намеченные цели. Нас как будто охватила лихорадка. Едва только был снят пограничный барьер, мост за ним сразу же был взят под охрану. А затем мы помчались по гладкой асфальтированной дороге, как водители гоночных автомобилей. Макс Фюнше, командир первого взвода, мчался вперед своих солдат и увлекал их вперед своим энтузиазмом. Я двигался вперед за взводом Фюнше и был удивлен, что мы не встречали никакого сопротивления. Наше продвижение вперед к Ольдензалу и Хенгелу продолжалось на полной скорости. Бетонные танковые заграждения и ограждения мостов были не защищены. Некоторые мосты были слегка повреждены взрывами, но мы могли по ним проехать. В Борно вошли без единого выстрела. Жители Голландии стояли у дороги и наблюдали за быстрым продвижением наших войск. Саперы противника взорвали мост через канал за Борно, но мы сломили это первое сопротивление противника и форсировали канал в считанные минуты. Для наведения мостов были использованы двери и стены соседних амбаров. Сейчас самым важным была скорость. Все мотоциклисты были посланы вперед, чтобы преследовать команды подрывников противника и не дать им уничтожить следующий мост. Оберштамфюрер СС Крас, командир второго взвода, взялся преследовать команды инженерных войск противника. Между тем возводимый временный мост стал достаточно прочным, для того, чтобы можно было переправиться и мотоциклом с коляской. К мотоциклам прицепили 37 миллиметровые противотанковые орудия. Стремительное преследование продолжалось. К сожалению, танки и бронемашины временно отстали. Они обеспечивали безопасность инженерных войск, которые быстро строили новый мост через канал. К сожалению, мы не смогли помешать команде голландских подрывников причинить повреждения и другим мостам. Эти мосты, заранее заминированные, были взорваны. Но эти подрывы уже не могли серьезно помешать нашему продвижению. Мы вышли к городу Зволе без особых задержек. Примерно в 11:30 авангард был уже на окраинах Зволе, что означало проникновение на 80 километров вглубь территории противника. Передовой взвод под командованием Реса двигался к железнодорожной насыпи на юге от города, а затем за насыпью решили наступать дальше в пешем порядке. Какой же сюрприз ожидал наших солдат в следующую минуту? Чудесные каштановые деревья по обе стороны от дороги были срублены, чтобы заблокировать вход в город. Но какая польза от самых лучших препятствий, если они не охраняются готовыми к бою солдатами? К северу от баррикады, всего в нескольких сотнях метров, мы увидели пулеметы, долговременные огневые точки, а также противотанковые заграждения. Что удивительнее всего, это то, что их защитники спокойно и беспечно сидели на этих укреплениях сверху и завтракали. Они наслаждались майским солнцем, покинув свои боевые посты в мрачных казематах и бункерах. 3 баррикады помешали нам прорваться прямо через линию долговременных укреплений и застать голландцев врасплох. Однако огонь, открытый нами по расчетам дотов, расслабившихся и прозевавших наше появление, позволил нашим солдатам быстро преодолеть простреливаемое из дотов пространство без потерь. Прежде чем голландцы успели понять, что происходит, наши мотоциклисты достигли дотов и разоружили их горе-защитников. Однако на то, чтобы убрать деревья, было затрачено много усилий. Наши подошедшие танки начали растаскивать гигантские деревья. Разбор баррикад занял слишком много времени, что мне совсем не нравилось. Нельзя было дать противнику опомниться. Мы должны были использовать преимущество фактора внезапности. Ни секунды не колеблясь, я прыгнул в машину голландцев и помчался в Зволе вместе с обершарфюрером СС Фюнше и гренадером СС. Обершарфюрер СС Эрих сопровождал нас на голландском же мотоцикле. Я намеревался застать коменданта города врасплох и заставить его согласиться на прекращение огня. Голландские солдаты стояли как вкопанные на улице, когда мы кричали на них и указывали на баррикаду из деревьев, где им было велено находиться. Они побросали свое оружие и направились, куда им указано.
Чем дальше мы углублялись в город, тем беспокойнее чувствовал себя в связи с этой экскурсией. Мне хотелось повернуть обратно, но было уже слишком поздно, и приходилось продолжать эту игру до конца. Звук стрельбы у дотов не был слышен в центре города. Голландские семьи, наслаждавшиеся прекрасным майским днем, бросались в рассыпную, как испуганные куры, под нависшей над ними тенью ястреба. Несмотря на чрезвычайно неловкую ситуацию, мы не могли не удержаться от смеха, наблюдая реакцию голландцев. Солидное здание гражданского учреждения в центре города и вид входящих и выходящих из него людей в форме подвиг нас к тому, чтобы попытать счастье там. Мы въехали прямо в середину толпы, резко затормозив в последний момент. Машина, казалось, сейчас перевернется. В доли секунды на изумленных людей в форме было направлено все наше оружие. Голландцы встали как вкопанные. Уважаемый почтенный господин в гражданской одежде представился нам как представитель королевы и сказал, что даст указание голландским войскам в Зволе прекратить сопротивление. Он сдержал обещание. Больше ни одного выстрела в Зволе не было. С несколькими пленными голландскими офицерами мы поспешили назад, к завалу из деревьев. Взволе был наш, но, к сожалению, мы не смогли предотвратить разрушение крупных мостов через Эйсел. Оба моста были взорваны еще ранним утром. Меня чуть удар не хватил, когда я подъехал к разобранному заграждению. Мои солдаты и несколько молодых голландцев развлекались, катаясь на карусели, почти не думая об осторожности. Тем временем 3-й батальон нашего полка СС Лейбштандарт Адольф Гитлер форсировал реку Эйсел, 800 метров к югу от разрушенного железнодорожного моста у Зютфена. Эсэсовцы под командованием штурмбанфюрера СС Трабанта атаковали Хоен. Деревню взяли примерно в 14:00. Наши потери были незначительными. Миссия полковой боевой группы была выполнена. Мы вышли к реке Эйсел и частично через нее переправились. При этом в моей ударной группе единственным пострадавшим стал один солдат, который был ранен. Стрелку-мотоциклисту Флетчеру прострелили ногу у завала из деревьев. В течение ночи наш полк был отозван из 227-й пехотной дивизии и передан под оперативное управление штаба 18-й армии. Командир 227-й пехотной дивизии генерал-майор Циквольф оценил быстрое и успешное наступление полка. Как первый офицер, так отличившийся в этой кампании, оберштурмфюрер СС Красс получил из рук генерала Железный крест 1-го класса. Красс со своим усиленным взводом продвинулся вперед за Эйсел примерно на 60 километров и взял в плен 7 офицеров и 120 солдат. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.